Всем привет! Сегодня я хочу построить базовую выкройку на сутулую фигуру. И очень постараюсь, чтобы это построение было понятно и доступно для каждого. Скорее всего, вы видите мои карандашные линии. Я, конечно же, подготовилась перед тем, как дать вам материал. Ну и давайте начнем. Значит, как обычно, для построения нам нужна будет бумага. У меня это миллиметровка. Нам нужна будет линеечка, желательно угольник, ну или ровный лист бумаги. Для вас я советую взять карандашик, стерку или ластик, точилку, ну, в общем, все, что нужно для построения чертежа. Я же буду чертить маркером, потому что, у меня уже карандашные линии есть, и я думаю, что карандашные линии вам будут, не совсем понятны. Поэтому я буду использовать линеечку, маркер и сантиметровая лента. Мне удобнее отмерять большие длинные линии, да и вообще, в принципе, отмерять удобнее сантиметровой лентой. У меня здесь очень крупный циферблат, в отличие от линеечки. На линеечке он, во-первых, мелкий, во-вторых, он уже стерся, она у меня уже давно. Ну и слишком бледненько, то есть плохо видно. А на сантиметровой ленте все достаточно хорошо. Итак, чуть-чуть отложив от края листа, я прокладываю прямую линию вертикальную. То есть вот так от верха вниз. Конечно, лучше линеечку взять побольше. Я решила маленькой. Далее отложим некоторое расстояние от верха листа. Но я советую отложить не менее 5 сантиметров. Это еще зависит от того, насколько у вас разница между высотой или длиной спинки до талии и длиной полочки до талии. Мы сначала с вами будем чертить полочку. Для сутулой фигуры, у сутулой фигуры спинка обычно длиннее, да, чем полочка. Поэтому для того, чтобы нам строить потом спинку без проблем и не наклеивать никакие дополнительные кусочки бумаги, лучше отступить сантиметров 5-7, а то и 10. Значит, я отступила примерно 10 сантиметров и провожу прямую линию горизонтальную, произвольную, но не очень большую. На пересечении этих точек я ставлю точку А. Далее сразу мы с вами рассчитываем горловину, то есть обхват шеи, деленное на 6 плюс 1 сантиметр. У меня получается 7,33. Примерно ставлю, 7,30. Чуть больше, 7,33. Ставлю точку А1. Как вы уже поняли, эту мерку я отложила по горизонтальной линии. Это ширина горловины. Теперь от точки А вниз мы откладываем вот это же расстояние А1 вниз плюс 1 сантиметр. У меня получается 8,33. И теперь плавной линией мне нужно соединить эти две точки, но таким образом, чтобы вот здесь был прямой угол. Ставлю А2. То есть мы с вами имеем горловину по полочке. Теперь от точки А1 по горизонтали мы с вами откладываем, уберу пока, мы с вами откладываем ширину плеча. Допустим, это 13 сантиметров. Я ставлю точку В. От точки В вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Это стандарт. Через эту точку я прокладываю, я, наверное, вот так пунктиром проложу. То есть это у нас должна быть, это не будет у нас постоянная линия, это у нас будет вспомогательная линия. Теперь по этой вспомогательной линии, опять же от точки А, мы должны с вами еще раз отложить 13 сантиметров. Потому что, видите, если мы с вами прямо положим эту точку, то она у нас немножко сдвинется вперед. То есть 13 сантиметров у нас должно быть вот скос плеча. Ставлю точку В1. Далее 13 сантиметров я делю на 3 и прибавляю 1 сантиметр. Для сутулой спины желательно линию, то есть желательно плечевую выточку сместить чуть-чуть к центру. Поэтому я просто прибавляю 1 сантиметр. У меня получается примерно 5 с хвостиком.
Ну, я округлю до 5,5. Вот так. Ставлю точку. Точку называю точкой D. Теперь от точки А вниз мы с вами находим высшую точку груди. Допустим, это 31 сантиметр. Так же, как и вот эту линию верхнюю, мы с вами проводим горизонтальную, пока произвольную линию. Ну, не делайте ее слишком большой. Так, пора маркер менять, по-моему. Здесь точку ставлю Е. Далее от точки Е по этой новой линии мы с вами откладываем половину центра груди. Допустим, это 10 сантиметров. Ставим точку Е1. Далее от точки А вниз мы откладываем глубину проймы. Глубину проймы мы с вами отмеряем именно по полочке. Допустим, 21,5. Проводим произвольную горизонтальную линию, опять же не слишком большую, ставим точку Г. Значит, смотрите, теперь мы с вами от точки Г вот сюда откладываем ширину груди, именно ширину груди, плюс 1/2 прибавок, общих у меня это получается 3 сантиметра, и делим на 2. Если ширина груди, допустим, 34 сантиметра, 34 сантиметра я прибавляю 3 и делю на 2. Получаю 18,5. Откладываю то, что у меня получилось от точки Г вот сюда. Ставлю точку R. Точку R прямо под прямым углом поднимаю наверх. Ну, можно вот так пунктирной линией. Тоже она нам пока потом не понадобится. Здесь ставлю точку R1. Эту линию, то есть это у нас глубина проймы по переду, делим на 3 равные части. 21,5 делим на 3, получаем 7 и 16. Так, от нижней, от точки R вверх откладываем, ну, примерно 7,25. Я вот так отложу, потому что, ну, совсем прям точно быть. Здесь я ставлю точку G. Итак, смотрите, мы с вами видим, где у нас высшая точка груди, то есть центр груди. Далее мы с вами берем какой-нибудь тоненький шнурочек и завязываем над грудью, ну так, чтобы не слетал. Завязываем над грудью. Я уже говорила, мы измеряем эту мерку. И теперь смотрите, вот она моя веревочка, думаю, что видно. От веревочки я вот так веду сантиметровую ленту к центру груди. И нахожу высшую точку груди. Теперь эту мерку, у меня получилось 14 сантиметров, обратите внимание, да? Эту мерку нам нужно отложить вверх от Е1. Но у вас это будет свое число. Допустим, у вас это будет 12 сантиметров. Значит, от точки Е1 вверх я откладываю 12 сантиметров. Вот так провожу пунктирную линию. Она нам, в принципе, не нужна будет, эта линия. Далее мы соединяем точку Е и Д, Е1 и Д прямой линией. Это у нас будет первый раствор выточки. И теперь мы с вами берем разницу между обхватом груди и обхватом над грудью. Если разница между обхватом груди и обхватом над грудью стандартная, допустим, 3-4 сантиметра, это стандарт, тогда мы делим это число пополам. Если разница больше 4 сантиметров, тогда мы делим пополам и отнимаем 1 сантиметр. Ну, например, разница, значит, обхват над грудью, например, 98 сантиметров, обхват груди 102 сантиметра, разница 4 сантиметра. У нас это 1 половинка груди, значит, мы с вами делим пополам. То есть, значит, 2 сантиметра от этого пересечения, вот так мы с вами откладываем 2 сантиметра, ставим точку, и от точки Е1 через эту точку мы проводим еще одну линию вверх, до пунктирной линии нашего плеча, вот она. И это пересечение у нас будет точкой D2. Можно поделить пополам. Здесь у меня получилось 4,5. 4,5 напополам будет 2,25. 2,25. Вот она. Точка D1. Ну, это на всякий случай. Это у нас будет центр выточки нагрудной. Пусть он будет.
Возвращаемся к плечевой линии. У нас всего плечо, ширина плеча 13 сантиметров, но выточка забирает 4,5 сантиметра. Значит, от точки B1 или V1 мы с вами откладываем, то есть продолжаем линию плеча и проводим, добавляем 4,5 сантиметра, то есть ширину выточки, раствор выточки. Ставим сюда точку V2. От точки V2 приблизительно можно отложить 1 сантиметр, но это уже будем, то есть это у нас насколько скос плеча, да, поправится. Это мы уже будем точно отмерять на себе, когда будем шить макет. Значит, мы теперь эту точку я называю V3, и V3 точку я соединяю с точкой D2, то есть со второй линией, со вторым раствором выточки. Вот она. И эту точку я соединяю, то есть D соединяю с точкой А1, да, плечевую линию, и продолжаю сюда. Вот оно у меня окончание моей плечевой линии. Вот оно у меня здесь начинается и здесь продолжается. И у нас появляется выточка. Теперь смотрите, от точки G можно проложить вот так пунктиром сюда линию дополнительную. Вот так, наверное, дальше продлю. Вот так. Вот это расстояние, так, здесь мы напишем точку G1, назовем. И вот это расстояние у нас получается, это ширина груди плюс прибавки. Но за счет того, что здесь у меня появилась выточка, у нас уменьшилась ширина груди. Именно на это расстояние. Здесь у меня получается 2,5 сантиметра. Измеряю именно по этой линии, от точки G. Да? Измеряю сюда. Теперь смотрите, вот эти 2,5 сантиметра мне нужно вот сюда добавить от точки G вот сюда. Я добавляю и ставлю точку G2. Ну, так крестиком поставлю, чтобы оно у меня четко было видно. Теперь мы с вами должны найти ширину общей сетки, то есть полочка плюс спинка. Значит, мы с вами берем обхват груди, у меня это 102 сантиметра, я прибавляю 6 сантиметров общие прибавки и делю на 2. От точки Г я откладываю вот сюда, у меня получается 54 сантиметра, я откладываю, ставлю точку Г1. Теперь провожу, возьму большую линеечку все-таки, через эту точку я провожу вот так вертикальную линию. Здесь ее делаю чуть выше. Так, возьму на всякий случай, вот так чуть выше. Через точку Г1. И провожу пока произвольно вниз. Далее от точки Г я продляю линию до точки Г1. Теперь от точки А вниз я откладываю длину полочки до талии, то есть у меня это 43 сантиметра. И опять же провожу до противоположной вертикальной линии, линию горизонтальную. Здесь ставлю точку Т, здесь Т1. Далее от точки Т1 вверх нам нужно отложить длину спинки до талии. У меня это 45 сантиметров, то есть спинка выше на 2 сантиметра, чем полочка. Обратите внимание, здесь мы отмеряем высоту полочки до талии, здесь мы отмеряем высоту спинки до талии. Ставим точку И, и от точки И, опять же произвольно, я под прямым углом провожу линию, ну не сильно большую, это у нас будет линия спинки, линию горизонтальную. Значит, от точки И я откладываю ширину горловины. Точно столько же, сколько откладывала по полочке. Ставлю И1 точку. Далее вот это расстояние делим на 3 и откладываем от точки И вниз. У меня примерно получается 2,4. Ставим точку И2. Ну и соединяем, вырисовываем, ой, прорисовала. Вырисовываем горловину по спинке. Так, то есть это у нас росток.
Теперь от точки Г1 вот сюда мы с вами рассчитываем ширину спины. Так, если в моем случае ширина спины 43 сантиметра, я прибавляю половину общих прибавок, то есть это 3 сантиметра, и делю пополам. Получаю 23 сантиметра. Откладываю то, что получилось от точки Г1 вот сюда, 23 сантиметра. Ставлю точку О. Пунктирной линией поднимаю эту точку О вверх до вот этой линии нашей горизонтальной, самой верхней. Ну, здесь на пересечении поставим точку О1. Далее мы с вами делим отрезок Г1 и О ровно пополам и прибавляем 1 сантиметр. Так, у меня получается 23, делю пополам, получаю 11,5, плюс 1, 12,5. Откладываю от точки Г1 вот сюда, 12,5. Ставлю точку М. Теперь от точки И вот сюда я откладываю длину плеча, ширину плеча. У меня это 13 сантиметров, ставлю точку К. От точки К вниз откладываю стандарт 2,5 сантиметра. Так, и опять мы здесь проводим с вами пунктирную линию от точки И1 через точку, которую мы сейчас с вами нарисовали, отметили. Вот она моя точка. Ставим точку К1. На пересечении вот этих линий пунктирных поставим точку О2. Теперь смотрите, от точки О2 по линии плеча, пунктирной линии плеча, нам нужно отложить хотя бы 1 сантиметр, 1-1,5. Но я возьму 1 сантиметр и поставим здесь точку О3. Для чего это сделано? Для того, чтобы красиво вывести линию проймы вот здесь. Да? Если она у нас будет меньше, то будет некрасиво. То есть линия у нас будет идти отсюда, будет совершенно не то. Теперь мы с вами измеряем. Смотрите, у меня было вообще ширина плеча 13 сантиметров. Теперь она у меня стала вот с этим вот сантиметром, теперь она у меня стала 17 сантиметров. Значит, 17 мы отнимаем 13, получается 4. 4 сантиметра это будет раствор нашей плечевой выточки. Значит, смотрим, здесь у меня от точки А1 до точки Д 5,5 сантиметров, значит, от точки И1 я откладываю вот сюда 5,5 сантиметров, ставлю точку Л. От точки Л я откладываю 4 сантиметра, это который мы с вами нашли раствор выточки, ставлю Л1. И нахожу центр. То есть, если 4 сантиметра, значит, центр будет 2. Эта точка будет Л2. Теперь опять же пунктирной линией от точки L2 до точки М мы с вами проводим линию. Соединяем эти точки пунктирной линией. По пунктирной линии от точки L2 вниз мы с вами измеряем. Для сутулых фигур обычно 8 сантиметров это минимальная выточка. Ну а насколько она будет длиннее, то есть насколько она будет больше, это уже зависит от нашего размера, от нашей сутулости и вообще, в принципе, от нашей фигуры. Давайте я возьму среднее, наверное, число 10 сантиметров, то есть от точки L2 вниз по пунктирной линии откладываю 10 сантиметров, ставлю точку L3. И теперь соединяем, возьму линеечку поменьше, соединяем точки L1 с L3, L с L3, и промеряем их. Начинаем промерять с точки L1, L3. Здесь у меня ровно 10 сантиметров. Далее я отмеряю от точки L3 вот сюда 10 сантиметров, ставлю точку. Это будет новая точка L. Обратите внимание, не поднимаемся, как при построении стандартной базовой, а опускаемся по этой линии. И соединяем новую точку L с точкой И1. Теперь смотрите, вот это расстояние, здесь у меня примерно 0,5. Я поднимаю 0,5 от точки L1 вверх. Так, вот здесь мне будет удобно, да? Соединяю эту точку пунктирной линией, это только для удобства, пунктирной линией с точкой О3. И теперь параллельно этой линии от точки L1 я провожу уже окончательно линию
остаток моей плечевой линии и 0,3 переношу, то есть О3 переношу сюда, 0,3, на эту точку. О3 теперь у меня здесь. Теперь мы с вами измеряем отрезок О1, у меня это 23,5, и делим на 4. Я получаю 5,8. Ну, 5,87 там даже, я думаю, что можно округлить до 6. Ставлю точку П. Теперь измеряем отрезок ОР, делим пополам и отнимаем 1 сантиметр. Если у меня получается 13, делю пополам, получаю 6,5 минус 1, 5,5. То есть мне нужно от точки О вот сюда отложить 5,5 сантиметров. Это у меня будет центр, боковая линия, центр нашей проймы. От точки С можно проложить прямую линию вниз. Да, мы еще с вами не нашли линию бедер и линию низа. Значит, от точки Т я откладываю вниз линию бедер, возьмем, допустим, 20 сантиметров. Ну, можно вот так под прямым углом прокладываю, прорисовываю линию бедер до второй половинки, да, до второй линии нашей вертикальной. Здесь ставлю точку Б, здесь B1, 1 забыла. Далее вниз от точки Б примерно 10 сантиметров для удобства. Вы же можете отложить и 5, и 20 сантиметров, как вам угодно. И проводим линию низа. Здесь я ставлю точку N1, здесь точку N. Я думаю, что понятно все. От точки Е через точку Е1 я продляю линию до центра, до центральной линии. И здесь я ставлю точку Е2. Далее здесь я ставлю точку на пересечении с талией Т2. На пересечении с бедром я ставлю Б2. И здесь внизу N2. Думаю, понятно, да? То есть это у нас линия талии, линия бедер, линия низа. Все понятно. Теперь мы с вами можем прорисовать линию проймы. Но, смотрите, у меня здесь точка G2. Так, сейчас лишнее уберу. Точка G2 и точка V3. Нам нужно их соединить плавной линией. Плавный. Вот здесь должен быть максимально прямой угол. И от точки С до точки Ж нам нужно соединить плавной вогнутой линией таким образом, чтобы ни в коем случае не забрать ширину полочки. То есть вот здесь от точки Ж2 я веду прямо, да, вот так вот. А тут уже скругляю к точке С и вот здесь стараюсь сделать прямой угол. Вот здесь. Далее. Опять же, я не говорю никакой диагонали, ничего не называю, все это глазками. Далее от точки П до точки О3 новой мы с вами соединяем, также плавной линией ведем вот сюда, прорисовываем проймочку. И здесь от точки П до точки С также мы ведем плавненько, вогнутой линией. Вот. Ну, в общем, все это на глаз, ваша интуиция, ваши глазки помогут вам нарисовать красивую пройму. И переходим к выточкам. С выточками все то же самое, что и в классическом построении выкройки, но все-таки давайте проговорим. Ну, например, обхват груди 102 сантиметра, обхват талии 83, отнимаем 83, получаем 19. Но 19 это у нас общая разница между обхватом груди и обхватом талии. Выкройка у нас половинка, поэтому мы 19 делим пополам. Получаем 9,5. Значит, половина от этой половины у нас пойдет на приталивание. Значит, 9,5 я делю пополам, получаю 4,75. Но так как у нас две стороны боковой линии, значит, еще раз делим пополам. Получаю 2,37 от точки Т2 я откладываю в одну и в другую сторону по 2,37. Значит, сюда на полочку я ставлю точку Т3, на спинку я ставлю точку Т4. Можно, в принципе, сразу соединить с точкой С. Соединяем с точкой Т3 и с точкой Т4. Теперь оставшиеся 4,75 нам нужно разделить на выточки. Но прежде мы с вами должны прорисовать центр центральной линии выточки. От Е1 точки вниз
прямо я откладываю до линии бедер вот так линию, это центр выточки передней, и от точки М также прямо вниз, можно до линии бедер для удобства провести опять же прямую линию. И теперь мы с вами, как обычно, от остатка разницы 30% уберем на полочку, 70 на спинку. Значит, 4,75 у меня осталось. Я умножаю на 30%. У меня получается 1,42. Я делю на 2, потому что у меня две стороны выточки. И получаю 0,7. Значит, 0,7 от центра передней выточки я откладываю в одну сторону и в другую сторону. 0,7. Далее 4,75 возвращаюсь, умножаю на 70%, получаю 3,32 и делю на 2, потому что две стороны выточки. У меня получается 1,66. Я должна отложить в одну сторону от центра выточки и в другую сторону 1,66. Теперь смотрите, у нас есть верхние вершины выточек, да, М и Е1, а нижних вершин нет. Мы с вами берем высоту бедер, для полочки делим на 6, для спинки делим на 3. У меня это 20 сантиметров, если я разделю на 3, получаю 6,6, то есть от точки, ну, назовем ее тогда B3, наверное, B4, да, чтобы точно, чтобы не путаться. От точки B3 вверх я откладываю 6,6, ну, можно 6,5. Значит, теперь 20 делю на 6, получаю 3,3. То есть от точки B4 откладываю примерно 3,5. Так, и соединяю точки. Прорисовываю выточку талиевую по переду и по спинке. И осталось нам дорисовать боковую линию спинки и полочки. Значит, мы с вами находим разницу между обхватом груди и обхватом бедер. Обхват бедер в моем случае 105 сантиметров, обхват груди 102 сантиметра. Разница 3 сантиметра. 3 сантиметра мы с вами делим на 4 и откладываем от точки B2 в одну и в другую сторону. У меня получается 75, 0,75. Значит, 0,75 я откладываю от точки B сюда. Здесь я ставлю B4, а сюда я откладываю 0,75, ставлю точку B3. И теперь соединяю точку Т3 с точкой Б3. То есть у меня заходит, опять же, полочка заходит на спинку. А точку 4, то есть Т4, соединяем с точкой Б4. И у нас спинка заходит на полочку. А вниз я провожу прямые линии. Почему? Был такой вопрос при построении стандартной нашей выкройки. Мне задали такой вопрос. Почему у меня острые линии? Острые линии. Я не скругляю линии на базовой выкройке, потому что в любом случае мы с вами, когда будем переносить выкройку на ткань, мы с вами будем добавлять припуски на швы, и эти линии у нас автоматически скруглятся. Мы не будем с вами их заострять. Поэтому я думаю, что это нормально. Оставляем эти все острые углы. Ничего не надо здесь больше чертить, черкать и портить выкройку не стоит. Если, конечно, вы чертили ее карандашиком, когда вы прорисовываете сейчас, допустим, фломастером, чтобы было четко видно, тогда вы можете слегка скруглить, смягчить эти линии. Ну а так, в принципе, я думаю, что ничего страшного не случилось, если у меня получаются углы. Они не острые, эти углы, они достаточно тупые, плавные, и эти линии смягчить очень даже легко. Но не об этом речь. Я хочу, очень надеюсь, что кто-то из вас построит себе выкройку по этому материалу, по этому видео. И очень надеюсь посмотреть на человеке
Очень вас прошу не стесняться, потому что это очень важно. Можете закрыть лицо, там как-то что-то, но вот фигуру, да, чтобы посмотреть на фигуре эту выкройку. Очень хочется просто убедиться, что все правильно. Если что-то неправильно, значит нужно будет что-то дорабатывать, что-то менять. Кстати, эта базовая выкройка нигде больше не будет, кроме как в нашей швейной продленке. В общем, я построение этой выкройки закончила и очень-очень надеюсь на ваши результаты. Надеюсь, скорые результаты. Ну и всем до новых встреч. Всем пока.